Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня такой непростой ролик в довольно свободном формате. Дело в том, что я хотел бы саккумулировать свои мысли по поводу весьма трагичного события. Умер Дэвид Линч. И вот как раз я хотел бы высказаться по поводу этого момента и в том числе как-то выразить признание в том числе, потому что удивительное дело, но это одна из немногих таких вот трагедий, которая лично воспринимается как потеря, ну даже, скажем так, близкого человека, да. Это поразительно в силу того, что, естественно, Дэвид Линч — это не близкий человек, там, не родственник, но по духу все равно ощущается какая-то близость и, скажем так, сопричастность к его произведениям, в том смысле, что ты как зритель вовлекаешься в это чудесное пространство космологии Линча, его вселенной и так далее. И дело в том, что еще очень большой жизненный путь был пройден вместе с Линчем, скажем так, бок о бок, вместе с его работами. Я до сих пор вспоминаю, как вот я в средней школе ознакомливался с его трудами, начинал с ранних работ, смотрел «Голову ластик», «Человека-слона», «Бабушка», замечательная короткометражная работа. И меня всегда как-то вдохновляла вот эта вот эстетика индустриального города, одиночество, некая такая уединенность. Я даже находил в этом уют, на самом деле. Вот «Голова ластик» для меня максимально уютный фильм. Там показано все то, что я люблю, скажем так. Индастриал, такая промышленная зона, какие-то непонятные здания, полувымершие, полумертвые такие вот, где-то теплится жизнь, а где-то она вовсе исчезла. То есть это все особое пространство со своими мифами, да, со своим каким-то укладом. И вот когда мы говорим о неком мифе, о чем-то таком традиционном, я удивляюсь тому, что даже Александр Гельевич Дугин рекламировал вот Twin Peaks, скажем так. Ну, как рекламировал, он советовал. Вот там можно посмотреть Twin Peaks наряду там с «Окраиной» Петролуцка, он тоже это вот на каком-то сайте высказывался на этот счет и говорил, вот есть там «Окраина Петролуцка» Алексея Саморядова, а есть, соответственно, вот Twin Peaks, и это тоже такая фундаментальная, серьезная работа. И для меня, конечно, Линч — это буквально светоч такой западной цивилизации в ее привычном понимании, в ее таком консервативном понимании даже, несмотря на то, что он выходит за рамки нормативности, но у него все равно есть обращение к сакральному, к миру духов, к миру вигвамов, о чем я говорил в своем последнем вот ролике о Twin Peaks, о третьем сезоне сериала Twin Peaks. Это на самом деле важно. То есть мир потерял человека, который мог обращаться с такими вещами весьма деликатно и очень точно, выражать то, что вот как раз он чувствовал, может быть, сложно сказать, чужая душа потемки, но когда мы смотрим его работы, это все равно что-то близкое, что-то такое сердечное, можно даже так сказать. Несмотря на то, что там есть место и ужасу, такому дуализму, столкновению добра и зла. Ну, в общем, как мы и замечаем в мире, что он одновременно ужасен, страшен, но он в том числе и прекрасен. И, безусловно, он прекрасен, в том числе и благодаря Дэвиду Линчу. И на самом деле просто тяжело об этом говорить. Вот без преувеличения мы потеряли действительно очень хорошего, светлого человека, который объединил очень многих людей вне зависимости от географического положения, там, принадлежности к какому-либо государству. Вот это вот что-то такое надмировое. И мы это надмировое потеряли в таком в телесном, да, обличии, а все равно наследие Дэвида Линча, все равно его культурный вклад, он сохраняется, я даже думаю, будет каким-то образом приумножаться, переоткрываться, и слава богу. И у нас, конечно, такая есть определенная фиксация, боязнь смерти, вот именно что как будто на этом все заканчивается. Ну не факт же, да, не факт. Кто знает, что там будет дальше, и тем более с учетом того, что
Дэвид Линч был приобщен к таким вот, к духовным вещам. Я надеюсь, что у него все будет в порядке. Так что держимся, дорогие друзья, и спасибо за то, что выслушали несколько моих слов.